прекрасную, наполненную всеми цветами радуги жизни. Начнем с 15 лет. Итак, в школе, когда нам всем было по 15 лет, все уже интересуются чем угодно, разговаривают о чем угодно. Я же разговариваю только о физике и интересуюсь только физикой. За что я получаю кличку Эйнштейн. На! За это, собственно говоря, я и получаю книжку Эйнштейн. И вот я уже говорил своему отцу, что папа, скоро все науки, биология, химия, медицина и даже психология сводятся только к одной единственной науке. К физике. Меня интересует самое большое во Вселенной, этим занимается космология и гравитация, и самое маленькое во Вселенной, это, как вы знаете, занимается квантовой механикой. И меня всегда интересовало, как соединить эти две науки вместе и вывести одну единственную формулу, объединяющую эти две науки. Вот уже я поступаю в Оксфордский университет, где встречаю замечательного ученого Роджера Пенроуза, с которым мы и разрабатываем эту самую теорию сингулярности, которая и объединяет эти две науки, про которых я говорю. Вот уже на последнем курсе, когда я подхожу к доске, я вдруг замечаю, что когда я хочу что-то написать, или я иду по ступенькам, или делаю какие-то обычные свои дела, мои руки и ноги начинают скручивать какая-то странная судорога. И я не могу порой даже поднести ложку к рту, потому что иногда попадаю, вместо того, чтобы попасть в рот, я попадаю в глаз или в ухо, или... И вот я ощущаю, что начинаю чувствовать себя все хуже и хуже, и в какой-то момент я понимаю, что я не могу обходиться без посторонней помощи. Мой мозг работает чуть ли не за десятерых, и параллельно с этим меня все больше признают на кафедре университета. И моими книгами вдохновляется все больше и больше ученых по всему миру. И становится состояние мое все хуже и хуже, но я говорю своей жене, что скоро формула, объясняющая полностью устройство Вселенной, скоро будет найдена. Но состояние мое ухудшается, и вот уже врачи рекомендуют моей жене отключить меня от устройства искусственного дыхания. Жена наотрез отказывается и каким-то чудом находит врача, который решается сделать мне сложнейшую операцию трахеотомию, после которой хоть или спасает меня
жизнь, но после нее я окончательно утрачиваю способность Говорить. И вот уже мои друзья дарят мне специальный компьютер, который позволяет мне выбирать слова на экране и таким образом складывать их в предложения. При помощи этого компьютера я напишу 2 замечательных книги, которые войдут в книгу рекордов Гиннесса как самые читаемые. Также мне дарят специальный речевой синтезатор, который позволяет мне давать лекции и общаться с людьми. И теперь я человек, награжденный 12 учеными степенями, член Королевского научного сообщества и Академии наук США. Мои книги переведены на 33 языка мира. У меня 3 детей, и я женат 2-й раз. С моим участием снято около 50 научно-популярных и художественных фильмов. Я даже летал в космос на специальном космическом корабле. Вот уже на одном из моих юбилеев 2 моих школьных приятеля, тех самых, которые поспорили на кулек конфет, что из меня не выйдет ничего путного. Один из них говорит, что благодаря мне он стал известным в своих кругах ученым, что моя жизнь и мои труды вдохновили его на деятельность. Второй же приятель, несмотря на то, что не стал никем великим, говорит, что я научил его главному — просто любить жизнь. А теперь посмотрите на себя. Посмотрите на свои руки, на свои ноги, на пальцы. Услышьте свой голос, почувствуйте, как вы можете им управлять. Я же лишен всего этого. Но почему-то именно я вдохновляю вас к жизни. А не вы меня. Не странно?